Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Какая нежность. Девятое место. Ничего не знаю, поцелуй случился. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Вегу спалились?». Репортер не стал молчать. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Тело к телу. Седьмое место. Что они творят? Шестое место. Поведение пары. Как же сильно они влюблены друг в друга. Как сказал Чонгук Ви, мое безопасное место. Пятое место. Они такая веселая парочка. Четвертое место. Из твоих рук я приму что угодно.
Третье место. Новости. Продюсер Diplo, который работал с участниками над альбомом, поделился в Instagram-медиа с ними, подписав: «Почувствовал так много любви от Апму на Ариренг, что просто обязан был заскочить повидаться с парнями. Видеть, как все подпевают трекам, которые мы спродюсировали. Это просто невероятно». Еще один ракурс, и снова размазывает от этих Тэйкук. Тэхён появился во влоге стилиста Чхвё Муджина с мероприятия Vogue World, Hollywood. Тэхён посетил Vogue World, Hollywood 26 октября 2025 года, получив приглашение лично от Анны Вентур, а его появление сразу стало одним из самых обсуждаемых моментов вечера. Мероприятие прошло на студии Paramount Pictures в Лос-Анджелесе. Его образ был с элегантными акцентами корейской культуры. Особое внимание привлек красный пояс с норига, традиционным корейским украшением-талисманом. Сдержанный, утонченный и одновременно цепляющий образ идеально вписался в атмосферу Vogue World. Слезы на сцене – не слабость. Это высшая степень доверия и та тонкая грань искренности, однажды переступив которую со своим артистом, ты уже никогда не сможешь стать прежней. Тэхён в Instagram сделал репост кавера на Normal от Джесси Мазин. Это американская певица и автор песен из Лос-Анджелеса, известна своими проникновенными текстами, которые затрагивают социальные и политические темы. Ее музыка сочетает элементы фолка и альтернативного попа с темной рок-эстетикой и поэтичными лирическими образами. Чонгук не изменяет себе и, как всегда, внимательно рассматривает всех, кто приходит на концерт. Он увидел просьбу фаната и помог выбрать эскиз для следующего тату. Бонусом шла похвала за отличный вкус. Анонсирована коллаборация BTS и Nike, в рамках которой будет представлен эксклюзивный мерч к мировому туру Ариренг и проект Nike by You. BTS и Nike представили свой первый совместный проект. Это коллекция товаров, вдохновленная мировым турне Ариренг. Она включает в себя разнообразную линейку одежды и товаров, в том числе программу Nike by You, которая позволяет клиентам персонализировать продукцию, используя 10 графических дизайнов, отражающих концепцию тура. В ближайшее время появятся товары от футболок и худи до лимитированных кепок, доступных эксклюзивно в Корее, которые отражают культурное достояние группы и ее уникальный стиль. Что представляет собой дизайн Nike by You? В рамках проекта Nike by You представлено 10 уникальных дизайнов, вдохновленных BTS, которые можно наносить на одежду и сумки Nike.
Смелая, вневременная графика сочетается с фирменной типографикой группы и тонкими деталями дизайна, которые подчеркивают наследие BTS и их глобальное влияние. Программа Nike by You стартует 1 июня в Сеуле, Пусане и Токио, а официальный релиз коллекции запланирован на 12 июня. В Китае эта коллекция будет доступна онлайн. Я бы тоже на колени перед ними встал. Официальный аккаунт Лас-Вегаса, который принадлежит организации по туризму и маркетингу города, прокомментировал пост Staycook. Вот что такое настоящий Вегас. Аккаунт ведут как главный туристический хаб города, показывая обзоры отелей, ресторанов, новые локации, шоу и масштабные события. Он полностью верифицированный и представляет город на официальном уровне. Мили танцы друг для друга. Очередная история под лозунгом King Kong Day, в которой сослуживец Тэхёна рассказал о выносливости и стремлении к победе. В военном тренировочном лагере каждые 2 недели мы проходили проверку физической подготовки. Всего было 3 этапа – 1, 2 и 3. Но в общую базу данных идут именно результаты финального, 3-го этапа. В моем случае на 1-м этапе я получил 2 класс. То есть с отжиманиями и скручиваниями на пресс у меня вообще проблем не было. Я и до армии тренировался, так что сдал их легко. По обоим нормативам у меня был высший балл. А вот с бегом на 3 километра не задалось. На 1-м этапе я получил 2 класс, пробежал чуть медленнее 14 минут, на 2-м, уже 1-й, чуть медленнее 13 минут. А чтобы получить высший балл, нужно уложиться в 12 минут 30 секунд. Я в итоге взял его на 3-м этапе. Для звания образцового солдата достаточно 1-го класса и выше, то есть нужно было пробежать быстрее 13 минут 29 секунд. Многие пытались, но срезались именно на беге. У Тэхёна на 1-м и 2-м этапах тоже стабильно выходил 2-й класс. Ему очень хотелось улучшить результат до 1-го, но тело будто не слушалось. Тогда он поделился со мной. Я ведь танцую уже 10 лет и думал, что у меня отличная выносливость. Но оказывается, это совсем другая нагрузка. Он был немного шокирован этим. К тому же в тот период у него сильно разболелись стопы. Из-за этой боли был момент, когда он даже не смог добежать до финиша. Но на финальном, 3-м этапе, превозмогая сильную боль в ногах, он все-таки сдал норматив на 1-й класс. Тэхён рассказывал, что при каждом шаге чувствовал острую боль, поэтому то, как он бежал, несмотря ни на что, меня по-настоящему впечатлило. Барби и ее Кен. Проект поддержки Чонгука в мировом туре «Ари-Рэнк» от фан-базы Чонгука. 250-метровая панорамная дорожка на платформе станции «Спортивный комплекс».
двусторонняя оклейка экранных дверей и верхние световые баннеры. На платформе станции спортивный комплекс, который является главными воротами к главному стадиону Азиады в Пусане, запускается масштабный проект рекламной поддержки в честь концерта в Пусане и годовщины дебюта Чангука. На протяжении всех 250 метров платформы в обоих направлениях пространство станции будет полностью заполнено фотографиями и посланиями, запечатлевшими золотые моменты Чангука. От оклейки экранных дверей и верхних световых баннеров до широких световых панелей. В частности, этот проект включает в себя первую в истории станции спортивный комплекс оклейку экранных дверей. Различные рекламные носители соединятся в единую панораму, создавая масштабное и впечатляющее промо-пространство на платформе. Мы надеемся, что фанаты, приехавшие в Пусан, родной город Чангука, смогут прочувствовать атмосферу ожидания концерта, разделить значимость годовщины дебюта и получить яркие, незабываемые впечатления от этого проекта поддержки. Мы выражаем искреннюю благодарность транспортной корпорации Пусана за сотрудничество и содействие в реализации этого проекта, где все элементы, от впервые представленной оклейки экранных дверей до других деталей, соединились в единую панорамную картину. На колени только перед Тэхёном. Парень, работавший на съемках рекламы Орео с BTS, поделился этой невероятно милой историей о встрече с Тэхёном и о том, как он старался говорить с ними на испанском, чтобы всем на площадке было комфортно. Он сказал: «Тэхён говорил с нами на испанском. Ладно, я должен вам это рассказать, потому что это правда была одна из самых нереальных и милых вещей, которые со мной произошли во время съемок рекламы Орео с BTS. Ви буквально говорил с нами на испанском». На площадке были люди из многих разных стран, потому что они искали международных экстра из разных мест. Так что мы общались между собой на испанском, и моя мексиканская подруга начала считать 1, 2, 3, 4, и вдруг Ви говорит 5, 6, 7, 8, Буэнос Дайес, и мы все такие: «Что?» Так что мы ответили «Буэнос Тардес», и он ответил «Буэнос Тардес». Потом он спросил, откуда мы, и мы сказали ему: Мексика, Колумбия и Венесуэла. Честно говоря, я подумал, что это невероятно мило, что он так старался связаться с нами. После этого он взял телефон и начал искать фразы на испанском, искал и искал, а потом сказал нам «Ми гюста ла Орео», и я буквально умирал от того, насколько это было мило. Потому что мы говорим об одном из самых знаменитых айдолов в мире, и даже так он старался говорить на нашем языке, чтобы нам было комфортно. И я помню, как Чангук спросил его: «Что ты говоришь?» И Ви ответил: «Я говорю по-испански». И я должен сказать, Тэхён в жизни нереально красивый. Но не просто красивый, у него такая милая энергия, такая теплая и приятная аура. Он из тех людей, на которых смотришь и сразу понимаешь, почему его так любят многие. В тот момент я понял, что огромный успех BTS – это не только из-за музыки. То, как Чангук смотрит на Тэхёна, когда поет строки «Я am lost, can I come over», и как он тут же засиял самой широкой улыбкой, стоило те запеть. Есть взгляды, которые невозможно отрепетировать, и чувства, которые невозможно скрыть. Во время концерта Чангук был одет в кастомную футболку команды Las Vegas Raiders,
с его именем и номером 97. Лас-Вегас Райдерс – профессиональный клуб по американскому футболу из города Лас-Вегас. Выступает в Национальной футбольной лиге НФЛ. Поставщиком футболок для футбольного клуба является Nike. Секрет невероятной энергии Чон Чангука. Еще одна часть истории из армии от сослуживца Тэхёна. Игры, в которые чаще всего играли с Тэхёном в учебке. Мафия, Лиар, Ян Сечхан. Он сказал, в учебных лагерях запрещено пользоваться телефонами, поэтому возникает ощущение, будто возвращаешься в детство. Мы играли во множество игр. Парни собирались вместе и резались в мафию, Ян Сечхана, Лиар и Зеро. Мне кажется, за всю свою жизнь я никогда не играл так много, как в учебке. Когда мы устраивали эти игры, у нас было 3 казармы, и Тэхён чаще всего приходил играть именно в нашу, 3-ю. Каждый раз, когда мы собирались, Тэхён часто брал на себя роль ведущего. Он вел игру и помогал всем вовлечься и повеселиться. И надо сказать, ведущим он был просто отличным. А еще каждый раз, когда мы ходили на стрельбище, там была зона ожидания примерно на 100 мест. Мы ждали там около часа, и так как делать было абсолютно нечего, мы тут же начинали играть в Зеро. Проигравший получал щелбан по лбу. Поскольку все были взрослыми парнями, получать столько щелбанов по 6 раз за игру было реально больно. В итоге у многих лбы просто опухали. Вот момент, когда пришел Тэхён, и это сразу было ясно, хоть его и не показали. И Чангук сразу начал прощаться. Образ Тэхёна на концерте. Спортивные брюки от популярного американского бренда уличной одежды Valley Forever, модель Talisman Sweats зеленого цвета с графикой по бокам. Брюки выполнены в крое оверсайз, в выстиранном зеленом оттенке, вождь Green, дополнены классическими белыми спортивными полосками по бокам и массивным текстовым принтом Valley Dreams на штанине. Синий шарф-бандана с принтом от японского бренда Touga Tu, ранее известного как Touga Archives. Сочетает в себе рисунок классического цветочного мотива по краям и геометрического узора из точек в центре, дополненное небольшой фирменной вышивкой. Это унисекс-аксессуар, можно носить как головной убор в стиле банданы, можно повязывать на шею или использовать для украшения сумок. Это был прекрасный Тэйкук день. Сиддхартха Варма, директор по маркетингу Дукати в Азиатско-Тихоокеанском регионе, через Instagram спросил под песню Yes or No, какой мотоцикл из юбилейной серии к столетию бренда выбрал бы Чангук. На какой версии Центенария, столетия, по вашему мнению, Чангук прокатился бы в следующий раз? Поскольку Дукати празднует 100 лет страсти, производительности и культового дизайна, издание Centenaria Editions
уже становятся легендами среди коллекционеров. Если бы Чангуку пришлось выбирать свой следующий байк, какой бы это был? Тэхён, будь хорошим мальчиком, не люби нас так страстно через экран и покажи тату, матом прошу. Райан Тёдер о процессе работы с BTS на шоу Зака Санга. Все исходило напрямую от BTS, никакого давления. О творческой свободе и инициативе BTS. Райан сказал, музыка BTS – это не то, что им навязывает Бан Шихёк или компания. Они сами все решают и делают свой собственный выбор. Вот и этот проект начался по инициативе самих участников. Парни собрались вместе, определились с направлением, и когда мне на почту пришло письмо от Банпиди с описанием того, какой именно звук хочет группа, я был в приятном шоке. О том, почему выбор BTS удивил индустрию. Райан сказал, дело в том, что их задумка шла в абсолютный разрез с тем, что тогда было модно в Лос-Анджелесе. В Лавсе как один твердили, давайте сделаем второго Джастина Бибера. Но BTS не пытались копировать тренды. Для них главным было другое, что мы сами слушаем прямо сейчас. А слушали они тогда 070 Shake, Tyler, The Creator, Трэвис Скотт, Lil Yachty, Tame Impala. Это было максимально далеко от того, чего от них все ожидали. О возвращении к корням и совету Банпиди. Райан сказал, у большинства людей BTS ассоциируется с их последними хитами вроде Butter, а Dynamite – это вообще самый попсовый трек в их дискографии. Но Банпиди дал мне лучший совет в жизни. Он сказал, послушай их самые первые треки. И когда я включил раннее творчество BTS, я просто обалдел от того, насколько это круто. Я подумал, ого, да эти парни нереально круто читают рэп. Их старая музыка намного мощнее, жестче и сырее, чем Butter или Dynamite. Именно на стыке этой дерзкой энергетики, их ранних альбомов и того, что они слушают сейчас, мы и смогли нащупать правильное направление для новой пластинки. Бро кайфует, не мешайте. Сквозь года. Его улыбки – отдельный вид искусства. Леа Салонга, обладательница премии Тони в Instagram Stories. Моя теория заключается в том, что вы выбираете своего любимого участника BTS, исходя из того, к чему вы стремитесь и что видите в них. Тэхён. Вы хотите, чтобы это пространство было на 100% самодостаточным, без всяких вопросов. Возможно, вам кажется, что нужно следовать ожиданиям или что для достижения успеха необходимо соблюдать правила.
но внутри вы чувствуете себя творческим, странным или не похожим на других. Вы выбираете Тэхёна, потому что хотите выразить свою индивидуальность, установить свои собственные правила и выходить за рамки, не нуждаясь в оправданиях. Чангук. Вы хотите посмотреть, как далеко вы сможете зайти, если просто попробуете. У вас могут быть амбиции, но вы также можете испытывать сомнения. Вы можете задаваться вопросом, на что вы способны, достаточно ли вы себя подталкиваете, что вообще является лучшим. Вы выбираете Чангука, потому что он воплощает чистый потенциал и неустанный рост, который вы хотите развивать и посмотреть, есть ли он в вас. Второе место. Это так интимно. Парни нижней частью не обязательно так напирать, когда дразните друг друга. Все еще соучастники преступлений. Первое место. Самое прекрасное в Тэйкук – это то, что их любовь никогда не кажется односторонней. Привязанность, комфорт, сияющие улыбки, то, как они всегда тянутся друг к другу. Это всегда взаимно, всегда естественно. Они оба выглядят такими счастливыми и полными уюта рядом друг с другом. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.